Приветствую! В Тундре продолжаются майские скидки, но уже на пакетики. И предлагаю вам разобраться, какой же танк прикупить себе за свои кровные шекели, чтобы нагибать рандом и не пожалеть о покупке и с комфортом прокачать ветку. К сожалению, нету скидок на Су-30МК, которые ждали все, я думаю, но зато есть скидки 50% на топовую технику. За Америку наш список открывает Т-29. Отличный танк для фарма, 105 миллиметровое орудие. Минус 10 УВН, может сдержать удар в башню, но из минусов я бы отметил только перезарядку 20 секунд на стоковом экипаже. Однозначно стоит брать как для прокачки ветки, так и для фарма, также он хорошо встает в сетап. Далее по БР идет М1 КВТ, он же лодка. Хорошие привода, подвижность, ломик на 370 мм пробоя, теплак первого поколения из минусов. В целом, хороший танк. Если не хотите лезть на топ-тир, то можно рассмотреть покупки. И венец развития, топовый Абрамс. Я бы назвал его лучшим премом из доступных. За 2200 вы получаете танк с орудием и ломиком от 12,7, хорошими приводами, подвижностью и из минусов только плохой теплак. Хорошо держит удар в башню, имеет минус 10 УВН и приятно играется как в первых рядах, так и во флангах. Советую покупать, с комфортом прокачает ветку. И даже в сетапе 13.0 я часто беру его первым респом. Полетки. Премиумный Харриер на 11.7 в ТРБ. Для штурмовки имеет 4 фугасных Маврика. Отличный прицельный контейнер с теплаком. Из минусов невысокая максимальная скорость, отсутствие радарных ракет против воздуха, что ограничивает его только для ТРБ, так как внизу списка в авиабоях вы мало что сможете противопоставить врагу с вашей скоростью и высокой тепловой сигнатурой, и всего лишь 2 ИК-ракетами. Я бы задумался и лучше подождал скидку на Hornet. F-20A. 2 парл ракеты в сетапе с 2 ИК, 45 средств противодействия. Играет против 13.3, где у всех уже по минимум 4 радарных ракеты. Самолет геймплей во фланге, фарма, базок. Когда вы внизу списка, конечно же. Для ТРБ у него 4 бэшных Маврика, которые славятся своими попаданиями. Для прокачки летки можно, но только если вам не втерпешь дождаться Хорнета. С комфортом вы будете играть только в топе списка. Для ТРБ вообще не вижу в нем смысла. Вертолет Апач, ашный. Единственный вертолет на скидках. С введением бесплатных зениток вертолеты перестали играться без наличия КАЭПа. И забрать кого-то с лазерного вооружения стало очень сложно. В принципе, и в дальнейшем я не советую вам брать по скидкам вертолеты этих БРов. За немцев список открывает Тигр 2. Это дизельная версия с плохой подвижностью. Хорошее орудие с перезарядкой 7,5 в топе. В целом танк на любителя. Кому-то он нравится и его ценят за броню. Кто-то считает полным мусором. Я бы сказал, что это танк для игроков выше среднего. И брать только для сетапа. Либо попробовать Тигра, если вы еще не качали Германию. Кловис. Хорошая подвижность, приятный УВН и минус 5 секунд перезарядка. Лазерный дальномер, но отсутствует стаб на 8,0. И из выбора по снарядам у нас только кумули, но с приятным пробитием в 400 мм. Я бы не назвал его хорошим из-за большой раскачки орудия и сложно назвать плохим. Сетапа под него особо нету. Поэтому стоит задуматься, нужен ли он вам вообще, если есть Лео 1А1 со всеми его преимуществами и из минусов только отсутствие брони. Стоит рассматривать как танк для фарма и прокачки ветки. Лёпик 2А4. Хороший ломик, привода, подвижность, все есть. Также теплак 3-го поколения, но перезарядка на асах 6 секунд, когда у Амеров 5 и у Советов в стоке 6 секунд. В целом, приятный танк, хорошо танкует башней. И если рассматривать танк для прокачки Германии, то однозначно стоит брать. Он прокачает вам всю ветку и хорошо встанет в сетап. Полетки нам предоставили скидку только на Су-22, который находится на БР 11.0. Самолет можно взять как в ТРБ, так и в АРБ. Для совместных имеет сетап из 2 Х-29 и 2 лазерных Х-25 и блока наров. Для авиабоев имеет 6 Р-60МК, всеракурсные ИК-ракеты, и в довесок возможности установки зажигательных баков для фарма базок. Советую рассмотреть покупки, если не хотите ждать скидки на Hornet, но тянуть его выше ПБР однозначно не стоит. За Советов открывает ИС-6. Тяжелый танк, 7,7 БР, перезарядка 20 секунд в стоке и 15 на асах, 227 пробоя. Чаще всего хватает, если стрелять в правильные места. Но очень спорный танк. Играть можно, но Т-54 в ветке покажет себя намного лучше. Скорость медленная, большинство противников быстрее,
и вам быстрее что-то сломают или объедут. Однозначно не советую. Объект 120, САУ 8.0, с ломиком на 400 мм пробоя, с ящиком для их пополнения и перезарядкой в 10 секунд. Из минусов слабый УВН, привода наведения, нет лазерного дальномера. Есть ПНВ. Танк для игры вторым планом из-за отсутствия брони. Прокачает 6 рангов. Советую, но лучше присмотреться к более высоким БРам. Для фармы и спокойной игры или обучения может сойти. Великий Т-72 Турмсик. Приятный танк и БР. Есть урон, броня. Часто играет с 9.3, 9.7. Однако медленные приводы наводки. Углы наведения и минус 4 назад приносят свои особенности, как и на большинстве танков советов. Но у нас есть теплак. Танк часто прощает ошибки и довольно приятно играется, советую. Т-80УЕ1, он же УЕшка, он же анимешка тянка. 12.0 танк, точная копия УЕ1, броня, ПНВ, урон, минус 11 назад, хорошие привода. Хорошо едет вперед, прокачает всю нацию, однозначно советую, я его беру в сетап 13.0, причем на первые респы. Скидки на летку начинает Альбатрос, ударный самолет на 6.3. Медленный, маленький, 150 запас на 23 мм пушке. Можно поставить 4 доп. Орудия, но это 7.62. Пробьет немногих. Для штурмовки больше подойдут бомбы, не советую. Су-25К. 10.0 в танковых. Штурмовой самолет. Медленный для РБ, 2 ИК ракеты. Однако хорошо встает в сетап 10.3. На 10.0 только один танк. Из вооружения есть как нары, пушки, так и в общей сложности 6 лазерных ракет. Хороший аналог Су-39, но БР пониже. Плюсом можно научиться штурмить. Советую к покупке. По Британии нас не порадовали особо выбором. И дали только налетку. МиГ-21 Бизон. Имеет 2 отличные ИК ракеты Р-73 и 2 парл ракеты Р-27Р1. Хорошее вооружение, но всего 4 ракеты. И внизу списка будет очень больно. Для совместных вы его не возьмете. Если лень ждать скидку на Хорнет, то можно, но сильно подумав. Так как при установке напалма для фарма базок вы лишаетесь 2 парл ракет и становитесь абсолютно бесполезным. Виверна. Хороший самолет, имеет 3000-фунтовые бомбы, в летке не имба, но и неплох, можно поставить сетап. Япония. Начинает с Type 74 Red Star. Средний танк на 8.3, лазерный дальномер без ломика, неплохая подвижность, но только вперед. Аналог прокачивая 74 на 8.3, может танкануть случайный выстрел, прокачает 6 рангов. Лучше взять Фуджи или танки 6 ранга. Однако сам по себе танк неплохой. ХАВ-209, ударный самолет на 10.3. Для РБ есть только 2 ИК ракеты. Медленный, но есть тепловизор. Чтобы прокачать ветку, только в танковых. Можно взять, но только через ТРБ. Великий партия Китай. Выбором тоже не отличилась по скидкам. Только J7D с 4 ИК ракетами, которые 2 из них ПЛ-7. Хороший самолет. При правильной игре будет приносить фраги. Но нужен ли он при наличии сушки? Нет, но стоит рассматривать только если хотите попробовать реактивы и научиться играть в авиабоях. У Италии скидка только на ПЗХ-2000, отличный танк на 7.7 с фугасами и лазерным дальномером. Но зачем, если есть его бесплатная версия у Германии, и при учете, что у Италии нет нормального сетапа под нее? Если нравится, купить можно, но зачем она вам? Франция отличилась скидкой на прекрасный СМУ АСМ. Хорошая броня, 4 секунды перезарядки, но первые 9 снарядов. С отличным пробоем, хорошо встает в и так большой сетап 7.7 Франции. Как для прокачки, фарма и нагиба однозначно советую, даже при наличии других высокоранговых премов. В авиации из выбора только Обсираж F1C200. Очень своеобразный самолет для летки, плохой радар на фоне земли, или летать у земли и искать тех, кто на высоте. Самый опасный противник — это все, у кого есть ракеты, так как у нас фактически нет СПО. Для штурмовки ПБР он никому не встает на 11.3. Да и ракет воздух-земля нет, очень не советую. Швеция, Видар, Саубабаха, аналог ПЗХ-2000. Только плюс ПНВ, за что БР 8.0 вместо 7.7. Можно играть как по самолетам, так и по танкам, из-за радио и контактного взрывателя. Стрелять надо в определенные места танком, под днища, комбашенки или крыши. Большинство танков БР облеплены броней, и воздействия снаряда не хватает. В этом помогает лазерный дальномер. СВ-90-105, легкий танк, хорошая подвижность, ломик, разведка, топовый ПНВ, дрон, хорошие углы, перезарядка, скорость наведения. Мне кажется, уже этого достаточно, чтобы пойти его и купить сейчас.
прокачает всю нацию. Нет брони как таковой, но на БР-10.3 это не такая большая проблема, где убивают часто с одного выстрела. Рекомендую однозначно, я очень много на ней отыграл и даже поставил бы выше ее СТРВ-121. И в завершении Израиль. Выбор только НЭЦ. Самолет 12.3 с 6 ИК ракетами против самолетов. ВРБ не самый лучший самолет. Часто попадается в вилке 13.0, 12.0, но бывает попадает и на 13.3. Играет против парлов и арлов, из-за чего самолет ближнего боя. Больше подойдет для штурмовки на 12.0 с 4 ГНСС ракетами или 6 ТВ. Можно сделать набор в общей сложности с 8 ракетами. Игра в лётке больше будет про терпение, не рекомендую. Еще можно купить два комплекта за 4800 и 5200. Цена может меняться при наличии наборов, входящих в комплект. Летный не рекомендую брать, ибо самолеты 4 ранга за 13. И единственное, что манит, это 90 дней према, по 15 дней за один набор. В ветках есть аналоги прокачиваемые. Танковый более привлекательный, но тоже не вижу смысла его брать. 13, 90 дней према, 2, 3, 4 ранг танки. Интересных танков мало. 3 из 6, М18, Т-34-85 экранированный и ИС-2. Благодарю за просмотр, пишите ваше мнение, что вы прикупили на этих скидках. Постарался учесть всю технику и кратко рассказать про особенности каждой.